Археи – любители экстрима. Цели и задачи проекта. Цель – собрать информацию и обосновать целесообразность выделения архей в отдельный таксон. Задачи – найти информацию об особенностях архибактерий, обобщить и проанализировать полученные материалы. Архибактерии, от древнегреческого первозданный, древнейший, старый, появились на планете Земля 3 миллиарда лет назад и являются одними из древнейших бактерий. На данный момент их насчитывается около 40 видов. Также археи экстремофилы, то есть способны выживать в экстремальных условиях. Они себя прекрасно чувствуют при температуре до плюс 120 градусов, могут жить и размножаться в озерах с высоким содержанием соли, а также на морских глубинах под давлением до 700 атмосфер. Также способны выдерживать радиацию в 30 тысяч грей, в то время как для человека смертельной дозой является 5 грей. Открытие архей. Первые представители группы были обнаружены в различных экстремальных средах обитания, например, в горячих вулканических источниках. Впервые археи были выделены в качестве отдельной группы прокариот в 1977 году Карлом Вёзе и Джорджем Эдвардом Фоксом. Изначально эти две группы обозначались как архибактерии и эубактерии и рассматривались как царство или подцарство. Однако Вёзе настаивал, что эта группа прокариот есть фундаментально отличный тип жизни. В трехдоменной системе Карла Вёзе обе эти группы и эукариоты были возведены в ранг домена. Этот термин был предложен Вёзе в 1990 году для обозначения самого верхнего ранга в классификации организмов, включающей одно или несколько царств. В первое время к новому домену причисляли только метаногенные микроорганизмы. Считалось, что археи населяют только места с экстремальными условиями: горячие источники, соленые озера. Однако к концу XX века микробиологи пришли к выводу, что археи – большая и разнообразная группа организмов, широко распространенная в природе. Многие виды архей населяют вполне обычные среды обитания, например, почвы или воды океанов. Типы архей. Первый тип – кренархеоты. В основном это термофилы, термоацидофилы, серные анаэробные бактерии. Второй тип – эвриархеоты. В этот тип входят все метаногенные археи. Третий тип – коорархеоты. РНК этого типа архей обнаружена в горячих источниках США, Исландии, на рисовых полях Японии. Культивируемые виды пока неизвестны. Четвертый тип – наноархеоты. Паразитирующие археи, живущие только в совокупности с хемолитоавтотрофными археями. Впервые ученые обнаружили их при исследовании архей, живущих в горячих источниках Срединно-Атлантического хребта. На данных автотрофных археях, восстанавливающих серу, ученые обнаружили маленькие коковидные клетки. Секвенирование ДНК, выделенное из этих маленьких организмов, подтвердило, что они принадлежат к домену архей, причем исключительная уникальность генома заставила выделить их в отдельный тип – наноархеоты. Пятый тип – таумархеоты. На данный момент имеется всего 3 вида и около 20 кандидатов. Все открытые виды являются хемолитотрофами и окисляют аммиак. Они играют важную роль в биохимическом круговороте веществ, в том числе и в круговороте азота. Шестой тип – аигархеоты. Археи, родственные кренархеотам и пока не получившие признания во всех системах. Пока к этому типу относят только один вид. Седьмой тип – локиархеоты. Предполагаемый тип архей. Тип был описан в 2015 году на основании генома
собранного при анализе образцов, полученных рядом с горячими источниками в Атлантическом океане на глубине 2 километров. Галобактерии. Галобактерии или галоархеи от греческого «хало» – соль, класс архей, выделяют 20 родов галобактерий. Галобактерии живут в соляных отложениях, в Мертвом море, в Большом соленом озере, в соляных озерах на юге России, а также в содовых озерах Азии и Африки и в других щелочных водоемах. Белки клеточной стенки галобактерий имеют необычайные свойства, которые улучшают их работу в экстремально засоленных местах, но делают эти организмы неспособными к выживанию при падении уровня солености ниже 9%. Тип питания. При наличии кислорода и органических соединений, которые можно использовать в качестве источника энергии, галобактерии способны жить и развиваться в темноте. Однако при недостатке или даже при полном отсутствии кислорода и ярком освещении в оболочке клеток синтезируется белок бактериорhodopsin, позволяющий использовать энергию Солнца. Метаногенные или метанообразующие бактерии. Это археи, которые образуют метан как побочный продукт метаболизма в бескислородных условиях. Широко распространены в заболоченных территориях, где образуют метан, болотный газ, в кишечниках жвачных млекопитающих и человека. Некоторые являются экстремофилами и обитают в горячих источниках и на больших глубинах, а также на скалах и на глубине многих километров в земной коре. Термоацидофилы. Экстремофильные археи, выживающие при высокой кислотности и содержании серы, а также высоких температурах, то есть сочетающие признаки термофилов и ацидофилов. Термоацидофилы предпочитают температуру плюс 70-80 градусов. Они обитают в основном в горячих источниках или сообществах глубоководных организмов. Будучи экстремофилами, они живут в таких местах, где большинство организмов погибает. Эти прокариоты обладают многими уникальными характеристиками. Они особо устойчивы к высоким температурам и кислотности. Серобактерии. Это археи, способные окислять серу и неорганические соединения, образуя серную кислоту. Могут стать причиной разрушения каменных и бетонных сооружений. Они активно участвуют в круговороте серы в природе. Итак, чем же археи похожи и чем отличаются от остальных микроорганизмов? Свойственно археям и остальным прокариот. Нет оформленного ядра и мембранных органелл. Генетический материал содержится в цитоплазме. Нет цитоплазматических органелл. Обладание сходными жгутиками. Одинаковый размер рибосом. Свойственно археям и эукариотам. Нет муреина. Размер клеток несколько меньше, чем у остальных микроорганизмов. Свойственно только археям. Структура клеточной стенки. К примеру, клеточные стенки некоторых архей содержат псевдомуреин. По этим данным можно утверждать, что целесообразность выделения архей в отдельный таксон оправдана. Спасибо за внимание.